Безумие. Тяжелое бремя, которое в наше время почти неизлечимо ни таблетками, что насильно пихаются в глотку санитарами, ни практикуемыми в некоторых наших штатах лоботомией и электрошоком. И пока отдельные писатели-романтики делают из этого впечатляющий и даже привлекательный культ, реальность обмазывает калом стены и умирает, повиснув в петле своего одиночества. Но в то время как всеми принято считать безумие явлением скорее стихийным, судя по всему, моего коллегу-детектива, чей дневник я получил пару дней назад, болезнь настигла по вполне конкретным обстоятельствам. Я Фокс Скалли, детектив из Массачусетса, выясню, что именно случилось с тем беднягой и почему безумный разум заставил его сделать это. О Говарде Филлипе Лавкрафте рассказано, прямо скажем, дохрена. В определенной степени со своими неописуемой и непостижимой он уже даже мем. Культовая личность как среди литературоведов, так и среди простых любителей пугающих развлечений. Это классика, блядь! Однако знаменитый сейчас писатель при жизни сильно опередит свое время. Do your stories have a political message? And may I ask where you stand politically? The subject and substance of my tales is that which lies beyond civilization. Большую часть жизни проживет по мечте Милфхантера с двумя тетками, не добьется почти никакой популярности и выпустит всего одну самостоятельную книгу «Тень над Инсмутом», откуда и пойдут все эти трахать рыбов, Ктулху в Тагн и прочие бесовства. А также кроссворды и колонка юмора. И несмотря на то, что сейчас над Лавкрафтом скорее посмеиваются и считают, что его описательная часть состоит только из неописуемых эпитетов, это не совсем так, и я очень рекомендую тебе его почитать. Да почитай ты уже хоть что-нибудь, блин. Нет, конечно, другие произведения Лавкрафта при его жизни также печатались, но имели скудные тиражи, публиковались исключительно только в журналах и сборниках, так что о том, что ему грозит какая-либо популярность, говорить не приходилось. Маленький пизденыш, что такой коротыш был. Однако же время шло, и у писателя появилось не просто огромное количество фанатов, а целый культ как вокруг его личности, так и вокруг не всегда адекватных его произведений. В рупоре канала Бактерия сегодня игра Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Let me speak from my heart in English. И я просто не могу не рассказать вам о трагедии, которая случилась с этой игрой. Это сейчас мы знаем, что игра чуть ли не лучшая среди воплощений лавкрафтовской фантастики. А вот тогда, в начале и середине нулевых, вокруг игры развивалась драма. Маленькую историческую справку. До изобретения этих ваших телеграммов и реддитов существовала такая приблуда межчеловеческого общения, как Usenet, сокращенно от Users Network, где товарищи интернет-энтузиасты могли собираться в группки и что-то там себе обсуждать. И вот в 1999 году в одной из таких групп фанаты всякого ктулхуевого и лавкрафтовского накидывали идеи для игры некоему Эндрю Брейзеру. Этот самый Эндрю был сотрудником маленькой и независимой британской студии Headfirst Production, созданный отцом и сыном Вудров. Вообще, корни этой студии уходят достаточно глубоко, но ни мне, ни вам этого знать не нужно. Суть в том, что сама по себе студия максимально хуй пойми откуда взялась. Кто я? Вы также можете ее не знать по игре Симон Чародей или Саймон the Sorcerer 3D, которая выглядит буквально вот так. Знакомо? Конечно. Разумеется, никому не знакомо, не обманывайтесь, если вам показалась эта игра знакомой. Это просто ностальгические приходы по всратым играм, не более. Единственная до зова Ктулху игра разработчика, вот этот Симон, вышла в 2002 году. А вот в 99-м, в августе, благородно спиздив все идеи, которые получилось выцеганить из фан-сообщества, компания Headfirst стала делать свой Call of Cthulhu. Почему свой? А потому что до обсасываемой сегодня игры были еще некоторые версии, на которые разработчики не могли не ориентироваться. Знаете, чем больше я погружаюсь в историю разработки этой игры, тем больше понимаю, насколько во вселенной Ктулху все запутано. Насколько вообще хуй пойми, кому принадлежат права и кто вообще может в этом разобраться. Мне кажется, единственная причина, почему игр по вселенной так мало и они так часто всраты, это то, что только ебанутый может разобраться во всех хитросплетениях
которые здесь находятся. До темных уголков Земли нас уже успели посетить некоторые шедевры игропрома по мотивам подводной мифологии. Так, основа будущей игры от британских энтузиастов была вдохновлена ролевой игрой от компании Chaosium, собственно так и называющейся Зов Ктулху. Но не простой ролевкой, а настольной ролевой игрой, то есть вот эти все ваши гейммастеры, кубики, хуюбики, критическая удача и прочие радости социализации. Конкретно в основу игры лег сценарий этой самой настолки «Побег из Инсмута», но насколько точно оценить мне не удалось. Об этой штуке вообще мало что известно. Если вдруг кто-то по невероятному стечению обстоятельств играл в оригинальную настолку или даже конкретно в этот сценарий, пожалуйста, напишите в комментариях и расскажите о ней. Не будьте жадинами, потому что ни я, ни большинство смотрящих сейчас вообще в душе не ебут, что это такое. У этой самой Chaosium, судя по всему, есть и часть прав на это все ктулхуевое, потому как Headfirst именно у нее и получали права на свою игру. Однако ни одной настолкой едины. На видеоигровом поприще Headfirst первопроходцами тоже не были. Еще в 1993 году вышло просто безумно странное Зов Ктулху Тень Кометы, о которой я мог бы вам рассказать много плохого и хорошего, однако спасибо ББ, он уже сделал про нее ролик, я вам рекомендую с ним ознакомиться после просмотра. Срань там та еще, это ретро-квест, и если вы извращенец, то вы даже можете захотеть поиграть, только мне об этом, пожалуйста, не рассказывайте, а вот в комментах можете написать. Кроме нее была еще Innsmouth on Yakata, японская дичь от первого лица на Virtual Boy, вот этот прародитель всех этих ваших VR-очков. Она настолько оторвана от реальности, как игра, в которую должны играть живые люди, и настолько оторвана от первоисточников, что мы, пожалуй, одним упоминанием и ограничимся. Да и вряд ли у кого-то из вас завалялся престарелый японский шлем виртуальной реальности, правда? Литературными источниками являлись, как нетрудно догадаться, рассказы Говарда нашего Лавкрафта. Однако вы сильно удивитесь, но непосредственно к рассказу Зов Ктулху ни наша игра, ни одна из перечисленных мною ранее игр вообще не имеет никакого отношения. Это одновременно и переосмысление «Тени над Инсмутом», той самой единственной самостоятельной книги писателя, и адаптация другого, почему-то менее известного на фоне всяких хребтов безумия и прочих рассказов произведения «Тень вне времени». А ведь, между прочим, многие эстеты считают ее лучшим из произведений Лавкрафта, а она даже не во все сборники попадает. Вот оно, влияние мейнстрима. Собрав в кучу всю эту мешанину из книг и игр, приправив идеями работяг разной степени ебанутости, сотрудники приступили к творческому процессу, а он ой как был непрост, ребята. Во-первых, главный герой постоянно подвергался изменениям как в своем внешнем виде, так и в характере. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Во-вторых, изначально игра начала разрабатываться на движке NDL, на котором создавались такие игры, как Пираты Сидомейра и Цивилизация 4. Совместно с ним они использовали физический движок Havok, который охренительно раскрылся уже тогда, а сейчас, для того, чтобы перечислить все годные игры, созданные с его помощью, мне понадобится сделать дополнительный ролик. Одному только богу известно, как бы выглядела игра, будь она выпущена в начале нулевых вместе с физикой от Havok, но в итоге разрабов отпустило, и они переехали на собственный движок. И вот здесь с разработкой игры начался твориться просто лютый ад. Уже в 1999 году разрабы показывали скриншоты будущей игры и анонсировали релиз в 2001 на ПК и PlayStation 2. Однако загадка от Жака Фреско, как они хотели выпустить игру в 2001, если только в 2000-м получили права на ее создание. С другой стороны, когда-то и Konami каждые 2 года выдавала Silent Hill один лучше другого, но тогда-то все было проще. Это сейчас, знаете, разработка подорожала. Но ни время, ни дешевая разработка игру не пощадили. Вот так. На E3 2001 года разрабы гордо вышли и сказали: ребята, на 70% готова игра. А на вопросы, ну что, скоро будет? Отвечали не менее гордо: да, будет.
А потом в лучших традициях нынешних GSC и CD Projekt Red откладывание за откладыванием, пока у разрабов горят срака и сроки. Одни компании поглощают другие, и у Headfirst появляются новые хозяева, а именно Джо Вуд. Если кто-то не в курсе, то под их издательством вышли Arx Fatalis и Готика 2 на минуточку. Однако на зов Ктулху они посмотрели и сказали: «Хуйня какой-то!» Соответственно, помощи в разработке от них не было. На что Headfirst такая не растерялась, обратилась к еще молодой и пока вкусно пахнущей Bethesda, которая дала ресурсы, но настояла на том, что для PlayStation 2 лучше игру не делать, а вот для зеленой коробки вполне себе стоит. Сегодня это еще более иронично, не правда ли? В процессе пришлось отказаться от огромного количества идей, среди которых мультиплеер на 4, соревновательный режим против других игроков, нелинейный сюжет, стелс, вид от третьего лица, а также вагон и тележка различного вооружения. Вот с того, что в этой игре планировался кооператив и дезматч, я вообще знатно прихуел. Пожалуйста, сделайте кто-нибудь теперь такой мод, я же нормально спать не смогу. Через тернии в 2005 году эта многострадальная игра и самый настоящий найденный на помойке приемыш добралась до Xbox, а через год посетила и наши с вами боярские пекарни. Ну что, прихуел от таких страстей? Лайкосик авансом тогда, ролику еще идти, а тут уже инфы больше, чем в большинстве обзоров на русском языке. Теперь сможешь ночью при луне тяночки ебануть что-то в духе. А ведь, между прочим, Зов Ктулху мог быть мультиплеерной адвенчурой от третьего лица, а оно вон как повернулось. После чего секс тебе будет обеспечен. Что ж, давайте поглядим, чем там англичане все это время занимались и в чем прикол Зова Ктулху, что даже сейчас им многие вдохновляются. Эх, а ведь когда-то это имя вселяло в души геймеров трепет, а не ехидные перешептывания. Воистину ты все проебал. Этот замечательный по своему разрешению манускрипт гласит одну известную в узких кругах цитату Говарда Лавкрафта: «Ужас, истинный ужас, который парализует разум и оставляет шрамы в виде ночных кошмаров, никогда не исцеляется до конца». Своими словами, ебобо однажды, ебобо навсегда. Ага. Игра приветствует меня очень дружелюбным меню. Ну, прям как дома. Знаете, как определить, что игра старая? А очень просто. Если при запуске приходится танцевать с бубном и устанавливать гору патчей, чтобы комфортно поиграть, то значит у вашей любимой игры уже пошел запаханцей. При прохождении, да что там при прохождении, при первом запуске игры вам придется крепко проматериться и пойти в руководство к этой игре. Слава благословенному Стиму, все у вас прямо под рукой. Благодарочка хлопцу, который собрал все, что нужно в одном месте, именно на его сборке я и поигрулькаю. Теперь, незадолго до смерти, я понял все. Мое последнее дело вызвало во мне новый страх. Настоящий. Страх самого себя, того, кем я являюсь. И того, кем я был всю свою жизнь. Все, что у меня было, теперь потеряно. Надежда, стремление, удовольствие. Все это потеряло смысл. Теперь я хожу в тени между мирами. И именно здесь я наконец увидел краем глаза, что живет в самых темных закоулках мира. Почему я начал читать с конца? Фокс, соберись, тебе еще целую ночь читать эти записки сумасшедшего. Белую ночь, сирени листву, ветер качает то робкий, то
Началось все с того, что в 1915-м я приехал в Бостон по просьбе их местной полиции помочь с каким-то делом. Там меня встретил офицер и пояснил, что некий Виктор Хольт хочет именно меня, и не совсем понятно, в каком смысле. Сам Хольт был лидером культа, в котором принято вести себя как настоящее... Данная шутка задевает вообще кого угодно, если назвать именно его. Поэтому я решил немного сгладить углы и сделать вот так. Как настоящие негры. Воруют, роются в чужом мусоре, постоянно торчат возле чужих домов. Местные на них в полицию не стучали, потому что страшно, а сами служители порядка, как водится, в чужие дела не лезли. Очень реалистично. Только одна независимая газетенка проливала свет на все их выходки, однако репортер, который вел эти расследования, был найден в Бостонском заливе, и он там отнюдь не отдыхал. Официальная версия, конечно же, Роскомнадзор, но вы все сами понимаете. Но в тот день все изменилось. При патрулировании улиц из какого-то дома услышали стрельбу и решили позвать меня, предусмотрительно факт шмальбы утаив. Умно. А ловко ты это придумал. Ладно, Степа, показывай, где там твои культисты-окулисты. Фу, по дороге запыхался, малёх. Я кабанчиком устремляюсь за поворот к Витьку, пока меня не изрешетили его радушные друзья. А Хольт уже смылся, как настоящий лидер своего движения, как только началась перестрелка. Дверь в хату не заперта, все-таки ждали гостя, и я начинаю осматриваться. Слева тусуются крысы, ути какая милота. Справа не дать не взять лекториум, где они, наверное, и зачитывались, и заслушивались своими оккультными фанфиками и рассматривали не менее интересные картинки. Похоже на глаз, но остальное не прорисовано. Да. К слову, тут я хотел бы отдельно подчеркнуть, что главный герой имеет мнение вообще на все. Ты можешь подойти к картине и посмотреть, что на ней. Ты можешь посмотреть на стену и определить, что на ней. И так далее, что добавляет огромной живости как к нему лично, так и к миметичности некоторых ситуаций. На кафедре лежит записка, автор которой искренне восхищается и ждет новой связи с некими йетианскими кураторами. Они, мол, равны богам, а людей считают лишь неудачным экспериментом неизвестных древних. В нем рассказывается история такой организации, как Древние, ответственные за защиту человечества. Напомню, именно они построили этот комплекс и устроили тут трэш, защитники хуевы. Странный это символ. Похоже на горящий глаз. Нужно изучить его поближе. Этот глаз один из двух видов сохранения. Как и во многих хоррорах того времени, здесь имеют место вот такие вот стационарные точки сохранения, что, несомненно, добавляет игре атмосферы. Дальше я выдаю лютую имбу, от которой набухают сосочки любого нормис-геймера. Не поддается, не открывается. Наконец-то! По-моему, он меня узнал. Чего-то я тут не понимаю. Я нашел место массового Роскомнадзора, и от такого витка аж голова закружилась. Это одна из основных механик игры, так называемая система рассудка. Чем рассудок хуже, тем сильнее плывет в глазах. Рассудок начинает падать от видов смерти, крови, какой-нибудь неведомой херни и нега. А в окружении жмуриков лежит книжка, в которой написано, что эти культисты, оказывается, за мной наблюдают и очень ждут в гости. Ради каких целей меня приглашали в это заведение, тактично умалчивается. И еще я выяснил, что в подвал этого наркопритона приходят добровольцы и словно лемминги отдают свои жизни за веру в инопланетян и отечество. Не стреляй, я без оружия. Мы вас ждали, мистер Уолтер. Может, там был ухаб или выбоина? Какие нахрен ухабы? Книжку забирать не хочу, а вот ключик может пригодиться. Открываю комнату на первом этаже, внутри которой развешаны мои фотографии. Солевые точно следили за мной, и это явно не к добру. Думай. Ребята здесь что-то употребляют, потому как описывают на бумаге свои невообразимо неестественные галюны. Наверное, их любимый канал это РЕН-ТВ до полуночи с Игорем Прокопенко. Из этой части комнаты точно доносятся какие-то непонятные звуки. А зеркало-то какое, мать моя женщина. Да, бля. Тяжело. Я спустился в подвал, и дверка за мной тут же заперлась. Наверное, на него упала балка и проломила череп. Повезло. Тут кушетки, схемы разделывания человека и трупы разной свежести. На одной из инструкций явно читалось слово «миротоп». Stop it.
Кстати, именно так выглядит тот самый знаменитый подвал стерлитамакского маньяка. Здесь явно не просто котлеты делались, а прямо таки истязали добровольных мучеников наркотических приходов. Один из таких вон, висит передо мной в разобранном состоянии, отдельно у него и сердце, и легкие, а я, как настоящий разумист, тыкаю кнопки, которые даже не знаю, что делают. Вот черт. О, окей. Если кто спросит, никто ничего не видел. Я тем временем прихватил с собой какой-то кристалл, который, я уверен, можно будет потом выгодно продать. В следующей комнате еще более странный механизм, к которому идеально подходит тот самый кристалл. Это здешний Duracell. Я что-то нажимал, и произошло невероятное. А потом как в тумане. Итак, что мы имеем? Какие-то культисты, следившие за Джеком, Виктор Хольт, роль которого пока не определена, а также некое аномальное событие, увиденное Джеком. А дальше в дневнике будто дыра, часть страниц вырвана, а следующие записи начинаются сильно позже. Очень странно. Нужно продолжать разбирать этот дневник, надеюсь, дальше он даст ответы на все вопросы. В 1922 я проснулся в лазарете. Айболиты говорят, что от сильного стресса у меня случилась амнезия. Но не только она была проблемой. Какое-то время я успел полежать в аркхемской психушке с шизой. Когда я стал безопасен для себя и других, по мнению докторов, меня отпустили. Однако это не значило, что меня самого отпустило. Я путешествовал, изучал различные оккультные книги и жадно поглощал информацию, посвященную всякой паранормальщине, пока 5 месяцев назад приход не окончился, и я стал самим собой. Ну, по крайней мере, это я так думал. В последнее время опять стало немного накрывать, из-за чего я стал бояться своего отражения в зеркале и видеть странные сны с различной внеземной архитектурой. Потихоньку память возвращается, но дело идет крайне неохотно. Сегодня мне позвонил некий Артур Андерсон. Подходящими словами и делами он убедил меня взяться за новое дело. Суть проста, как 3 американские копейки. Есть город Инсмут или Инсмаут, где конторка Fast National открыла свой магазинчик, а во главу магазина поставили неместного Брайана Бернама. Конченый идиот. Третьего дня магазин выставили, и управляющий пропал без следа. И все вроде бы указывает на то, что молодой повеса вынес магазин и был таков. Однако, сам он в хороших отношениях с семьей хозяина, отчего дело принимает странный оборот. Кроме того, что сам Брайан парень вроде неплохой, магазин был взломан, хотя у молодца на руках имелись все ключи и возможности пиздить все без лишнего шума. Сам же город, как рассказал мне Артур, люди считают лютой дыренью и стараются туда не соваться. Короче, Приключение на 20 минут. На недельку до второго я уеду Комарова. на единственном автобусе, который туда ходит, я отправляюсь в Инсмаут. При въезде в город дверцы заблокировались, а в автобусе пассажиром был буквально один только я. Ну ничего, этот город еще не знает, кто сюда приехал. И меня с вами заперли. Блять, как ты так быстро выбрался? А, это, как я вижу, и есть та самая легендарная инсмутская внешка, по которой вас, кривозубых, даже на Северном полюсе узнают. Ну и урод же ты, ёб твою мать. Первым делом я посетил отель Гилмана и пообщался с Чарли, как вы думаете, Гилманом. У него фейс еще более инсмут, чем у остальных жителей. За наличие комнат он не знает, новости не читает и крайне занят разглядыванием фанфиков по русалочке. Вы не видите, что я занят? Хватит отвлекать меня своими расспросами. В любом случае, оставаться здесь я не собираюсь, дело все равно на пару часов, не больше. Я начал узнавать у местных, где находится этот Fast National, чтобы его осмотреть. Оставь меня в покое, чужак. И все как один отвечали мне, мол, да хрен его знает. Но иронично то, что он, блять, на той же самой главной площади и находится. Тем не менее, сами жители могут быть вполне колоритными. Вы не могли бы помочь приезжему в этом замечательном порту? Вы шутите? В этом городе так пусто. Где же все жители? Я думаю, ты их всех своей рожей распугал. А я констебль Бирч. Закон здесь это я, и я с тобой разговаривать не буду. Ну да, пошел я нахер. В одном из дворов я встретил, пожалуй, самого челового жителя этого города. Товарищ моя далеко, подальше от этой земли. Товарищ Афах, ты не в силах стоять
сказал: чигарка чигару, огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Поди заяви, то что я заболел, и вахту не кончил бросаю. Ведь потом истек, а жизнь не мог, работать нет сил, умираю. Вы не дадите мне несколько пенсов, дочь? Я смогу вас отблагодарить за щедрость. Этот старый пьяница Зедек Аллен, и за чекушку он готов выдать все секреты своего городка. А потом еще я повстречал ее. Ай-яй-яй, девчонка, топай-топай по дорожке. Она настойчиво не хочет со мной говорить, прямо как девушки с тобой, мой дорогой зритель. В этом порту чужаков не любят. Боже, здесь какая-то бедняжка повесилась. Неудивительно, что в городе так пусто. Смотри, я черешня. Используя свои таланты стелс-мастера, я проник во внутренний двор издательства, а оттуда и в сам магазин Fast National. Запираюсь от греха и констебля и иду выносить из магазина то, что не унесли остальные. Не дотянулись их руки до бутылочки рома и какой-то ручки, а в магазин стал кто-то настойчиво ломиться. Открывай, сука! Я мог бы попытаться спрятаться, но в маленьком запертом помещении меня спалят мгновенно. Чё ты тут вынюхиваешь? Будь добр, иди нахуй. Либо иди нахуй. Одно из двух. Выбор за тобой. Поэтому я собираюсь уйти подвалами. Кто бы там ни был, чтоб ты сгнил. По пути я нашел дневник того самого Брайана, где он описывает, что все-таки стоило прислушаться к местному населению и съебаться побыстрее. Магазины в этой нижней залупке пустуют. Ни в его, ни в любой другой магазин никто не ходит. Обещается, что скоро уедет отсюда вместе с дамой, взломав какой-то сейф и угнав тачку. Наверное, не сложилось, раз дневник остался тут. Где машина-то? Что ж, этот город нанес мне первый удар, теперь моя очередь ему ответить. За хлипкой стенкой оказался могильник, причем вполне не новый. Я попал в подвал той самой газетенки и поднялся в фотомастерскую. Уверен, что точно так же все происходит и в подвале либеральных СМИ. Нашел там же патроны, это конечно здорово, но я как настоящий разумный детектив оружие с собой не ношу, поэтому могу их себе засунуть только в жопу. Черт возьми. Что ж, каждый отвисает как умеет. Даю по съебкам, как вдруг... Привет, Джек. В труднодоступном дворике я встречаю Лукаса Мэки, производственного инспектора, который приехал на местный завод Мараши. Первый дружелюбный человек, которого я повстречал, хотя обычно за углом внезапно такие люди не оказываются. Пока я шароебился по магазинам, констебль просто ушел, а люди... Держи рот на замке. Я ему ничего не скажу. А люди стали еще более мерзкими. Че смотришь, не дождешься, сука. Старый алканавт, пригубив, отдает мне ключ и начинает обрывисто вещать историю всего происходящего здесь пиздеца. Началось все еще со старого капитана Обеда. Обед. Который считал, что местным нужны новые боги, которые ответят на их праведные молитвы. Обед наслушался какой-то ереси, когда плавал в южных морях. Там он нашел племя Канаки, где вождь по имени Валакея рассказал ему о том, как можно раздобыть множество рыбы, а иногда даже и золота. В итоге недалеко от Инсмута на рифе Дьявола он и его друзья проводили такие удивительные трипы, что весь порт был в теме. В результате всех этих сходок подписчиков Обеда золотообогатительный комбинат Марши стал работать, а те, кто был в теме, стали стремительно процветать и пилить бюджеты пуще прежнего. Для легализации доходов был учрежден эзотерический орден Дагона, под эгидой которого и проходили дальнейшие вечеринки с жертвоприношениями и рыбой. Однако преступления их не остались без внимания христиан, которые решили, что не костер и веселые нарезки культистов, а тюрьма изменит его. Поверь мне на слово, это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я ебал рыбов.
Однако исправительную функцию тюрьма выполнить не успела. Через несколько дней после его заключения случилось нечто страшное. Полчища непонятных существ напали на Инсмут, выпустили Обеда и его людей, а те в свою очередь устранили религиозных конкурентов и стали заправлять всеми делами в городке. Только теперь одними жертвами сыт не будешь. Существа требовали с каждого клятвы догону, о которых старик мне рассказать подробно не смог, но направил к человеку, который специалист в этой области. После этой охуительной истории старик посоветовал делать ноги и, налокавшись рома, слег сном младенца прямо в то же место, где еще недавно ссал. Ой, тепленькая пошла. Только вижу, вдруг идет мне навстречу. То ли девочка, а то ли видение. Пришла Ребекка и увела меня в уголок, но не для того, чтобы мы все хотели, а посоветовала найти Рут Биллингем, тянку разыскиваемого Брайана. А сама еще раз напомнила, что Инсмут место нехорошее, однако показывает, что вот такой символ всякую нечисть отпугивает. Это, кстати, второй вид сохранения, и он правда отпугивает врагов, и я даже покажу, как это делается, но позже. После сего Ребекка растворилась, а я отправился в богадельню, от которой мне Зедок дал ключ, и в которой мне стоит искать того самого знающего человека. Тут кто-то за мной наблюдает, кто-то, истекая кровью, корчится в переулке, а местные абрыганы неодобрительно поглядывают. Да, это, конечно, не Самара. Еще и ямакаси какие-то по крышам бегают, заебись. Таракашки, прелесть. В этом клоповнике живут в основном умирающие и больные старые люди. Пенсионный кайф. Пройдя сквозь богадельню, я вышел на улицу и увидел на стене... Что это? Это же телеграм-канал Бактерии. Любопытно, надо подписаться. Женщина, вам нормально? Если не нравится, уезжай. Никто не держит. Ну, прям как современные активисты. Здравствуй, маленькая леди. Привет, сэр. Твои родители дома? Да, человеку, который так говорит, явно стоит доверять. Девочка Рамона откровенно делится с первым встречным, что маму она не любит, потому что мама кусается, а папа скоро должен прийти, и мило приглашает подождать его у себя. Дорогие мои дети и не очень дети. Не надо запускать незнакомцев, которые пришли с какими-то сомнительными мотивами к себе домой, и тем более открывать им дверь. Пусть ждут вашего папу или маму-папу где-нибудь не у вас дома. Пожалуйста. Перед посещением дома я решил осмотреть засранный подземный переход неподалеку. Боже, их на части разорвали. На семейной фотографии маму удалили из друзей в стиле Сталина. В семье явно натянутые отношения. Несмотря на то, что вообще-то мать запирают, я, пока никто не видит, решил ее проведать. Шутить про мать в 2020 году — класс, ты гей! Сердце! Ай! А! А! От удара по ебалу я проваливаюсь в свои видения. Пора вставать. В комнате матери нашел дневник Томаса Уэйта. Именно его нам сказал искать Зедок, и именно в его доме я сейчас тусуюсь. Он пишет, что жена его после свадьбы превратилась в какую-то невидимую хрень, проклинает орден и всю эту шатью-братью. Пошли бы вы все нахуй. Боится теперь он только за дочь, которая тоже должна будет во что-то превратиться, отчего отец находится в смятении. С одной стороны, дочурку надо бы ёбнуть под шумок, но сердце отеческое любит и не позволяет. Как только волокита с дочерью закончится, он хочет уехать и забыть все это. Внизу тем временем я слышу чей-то плач, и, выйдя на лестницу, я увидел, что девочка, к сожалению, или, судя по запискам отца, к счастью, растерзана собственной мамашей, а над телом рыдает ее отец. Вы все расспрашивали об этом Бернаме. И теперь о вас весь город говорит. Томас рассказывает, что Бернам никуда не уехал. На самом деле его схватил орден в свои цепкие лапы и настоятельно просит меня забрать в его магазине что-то из сейфа. Только он мне отдал ключ от него, как в дом вломились мои уже знакомые стражи порядка, повязали отца по подозрению в убийстве девчушки, забрали ее тело и были таковы. Хочу внести лепту доебки по геймплею. Вот здесь мне дают возможность подобрать рисунки Рамоны, и вместо того, чтобы их рассмотреть, мне дают их текстовое описание. И, во-первых, я бы очень хотел на них посмотреть, а во-вторых, я просто не мог не сказать об этой доебке, она прям сильно мне в глаза бросилась, я не вытерпел. Спустившись в переход, я снова встречаю ее.
Там же Ребекка учит меня лечению. У меня есть всякие лечительные штуки, и на каждую из ран нужна своя и свое количество. Это, кстати, даже по современным меркам очень крутая штука, которую мало где можно увидеть. Immersive Sim. Оглянувшись, проникаю в магазинчик Томаса и вижу, что кто-то уже пытается раскупорить сейф. Да еще так увлечена, сука, я тут даже не скрываюсь. Дорогая, я ведь могу и в жбан прописать, хоть ты и не собака. И она начинает задвигать классическую телегу. Да ты знаешь, кто мой отец? Да у меня в ордене связи такие, что тебя на рыбу молот натянут. Typical woman moment. Но меня такой херней не запугать. Не забываем, где хранятся патроны. Здесь вам не курорт, калаш мне взад. Оказывается, это та самая Рут, с которой мутил Брайан и хотел свалить из города, но только малышка Биллингем уже сама собралась и сейф вынести и дать дёру из портового городка. Вот сука, хитрожопая. Любящая особа только от меня узнает, что Брайана держит орден. Обещается ждать на рыбзаводе, а меня просит передать ему брошь. Мол, он знает, он поймет. Очень странная, конечно, даже не в курсе, где ее сужены, а уже бабки в руки, и только ее и видели. А Томас молодец, вот говорит тебе ключ, а код-то, блять, какой? Благо, в дневнике его была подсказка, а я очень внимательный, и подобрать день рождения дочурки мне не составило никакого труда. Внутри книга Дагона, а в ней поясняется лор, так что приготовься, сейчас будет навал базы. Глубоко-глубоко в водах живут морские боги расы глубоководных. Да ладно, блять. Дагон и жена его Гидра. История их уходит в стародавние времена, даже старше Nintendo, евреев и проституции. Они видели, как цивилизации рождались и умирали. Старость в их расе отсутствует в полном объеме. Во имя этой пары совершаются жертвы и ритуалы, подробно описанные в книге, но которые я, блять, не вижу. Но больше трепет у местных вызывает третий. Трули Гигачат, что спит вечным сном в подводном городе Рельех. Да-да, он самый. Ктулху. Книга повидала видов, поэтому на сегодня база окончена. Больше информации не будет. Но я же знаю, что ты хочешь выдать уже сейчас весь лор в комментариях. Давай, не сдерживай себя, жги. Давай. Надо сваливать, однако водила намекает, что маршрутки кончились, поэтому придется оставаться в комфортабельном отеле класса тяжелый пиз. Пока милый хозяин рассказывает о своем полузвездочном клоповнике, меня продолжают долбить приходы так, что даже бледный подмечает. Эй, сэр, с вами все в порядке? Инсмаутский бриз не для чужаков. Ирвик Пришматик. Видения мягко намекают, что надо бы взять ключик и проверить заднюю комнату хозяина, и мне 2 раза говорить не надо. Пока Гульман на перекуре, я прохожу в его каморку, где среди беспорядка на полу разлита кровяка, а во втором отсеке сувениры из Ленинграда. Из ящиков торчат руки, ноги, кусочки позвоночника, в общем, ням-ням-ням. В дневничке его я вычитал, что бледный хостес любит кушать человеков, и последняя употребленная девчушка оказалась крайне вкусной, а недавнего гостя из Нью-Йорка он расчленял и аккуратно удалял кости, пока тот еще был жив. Он в известной степени издевался, он даже отвязывал жертву и наблюдал, как та, не имея костной опоры, дрыгается и изворачивается. Цените свой скелет, вы всегда можете на него положиться. Только я покидаю место своего неоправданного любопытства, приходит Гилман и провожает меня в номер, попутно бормоча о последних новостях. Спокойной вам ночи. И не шумите в номере. В Инсмауте народ тихий. Пиздец, спокойной ночи называется. На сон грядущий я изучаю комнату напротив, подмечаю щеколды и шкафы, которые можно подвинуть. Ну мало ли, что может ночью случиться. Итак, Джек приехал в город, где все явно против него. У нас есть предположительно все еще живой Брайан Бернам, которого нам нужно найти. Его подружка Рут Биллингем, у которой, возможно, есть свои интересы в этой истории. Томас Уэйт, каким-то образом посвященный в дела Ордена Дагона, а также загадочная дама Ребекка Лоуренс, о которой вообще ничего не известно. Ну и пинчуга Зедек, да. Кроме них в городе есть еще один неместный, Лукас Мэки. С этими данными Джек просто решил выспаться в самом, пожалуй, опасном месте из пока ему знакомых. Я все еще думаю, что он не шиз. Гилман, где ты разместил чужака? Наверху, в 401 номере. Пойдем,
Возьмем его. Congratulations. Я проснулся от видения, что меня хотят убить, и от реальности, в которой меня хотят убить. Надо брать ноги в руки, пока их не отделили друг от друга, и сваливать, причем как... Не всегда все проходит гладко, иногда даже бывает больно, но матерясь, кряхтя, лазая под перекрестным огнем и бегая по крышам, я попадаю на какой-то склад. Здесь самое время применить мои невиданные доселе стелс-навыки хождения у противников под носом. Правда, стелс у меня выходит не всегда и не везде, поэтому приходится все равно бегать, поджав все поджимаемое. И опять прятаться, как чучело в поле, прямо под врагами, соседствуя с братьями крысюк, приходится мне искать путь в какую-то каморку. Все идут обыскивать улицу, и только одна падала остается на складе. Дело плевое, казалось бы. Но именно он палит мою жопку, и опять начинаются побегушки. Я зажат, запуган и загнан в угол. Местные приближаются в предвкушении сделать из меня филео-фиш, и мне ничего не остается, как применить ее загадочную и запретную технику взлома пространства. Кто здесь ходит? Только лишь это спасло меня от верной гибели. Мой стелс снова долго не продлился, и пришлось делать ноги, пока я не добрался до какого-то шаткого строения. Уильям! Ради бога! Твой друг мертв. Боже, нет! Несмотря на смерть друга, незнакомец помогает мне словом, подсказывая, что местные не полезут в канализацию, но не без причин, так как в них обитают шоготы. Ну, жених. Подробностей он не дает, лишь говорит, что лучше туда не лезть тоже, однако у меня как будто есть выбор. К слову, местные тоже шарят за секретные техники, но ввиду своего скудоумия применять их эффективно не умеют. Дебилы. Дальше на дороге стоит грузовик, стоит под горку на стопере с открытым кузовом. Идея рождается сама собой. Ну чё, народ, погнали нахуй! Пока сверху гуки обстреливают мой тыл, я вскрываю вентилятор и проникаю в канализацию. Канализация место максимально неприятное, взрослые ходят по колено в говне, а дети смеются. Эй! Нет, постойте. На полу, кроме говяшек, валяется еще щипкая слизь, которая рвет штаны. Батин суп, не иначе. Да, челик повидал многое дерьмо, а я тем временем начал бубнить себе под нос какую-то ересь. Не надо мне было сюда приезжать. Решаю ребус с очисткой источных вод, после чего попадаю в коллектор. И $3 миллиона. Посреди осмотра пьяницы меня опять начинает конкретно крыть. Видно, Орден все-таки узнал, что старый аватар языку не хозяин, за что его и сослали. А коллектор явно популярное место для сходок, вон сколько хороших людей развалилось. На этом мое путешествие по каналам не заканчивается. Девочка, тут у тебя куличики получаются, мягко скажем, говно. Что ты такое несешь? Отличный вкус, не спорь. Прям как дерьмо. Пауки еще какие-то переростки в этих канализациях, но это все ладно, это можно пережить. А вот выбраться из канализации на улицу, кишащую местными с огнестрелом, это другое дело. Я даже немного потупил и дал себя покушать паукам, пока понял, что кроме как фирменным стелсом и древними техниками, тут делать-то особенно и нечего. Рассредоточиться! Дом еще сожгли зачем-то, ну классика. Как начинаются поиски, так обязательно еще и мародерство. Ну как дома. Пробираюсь под пулями, собираю пули, черт, я постоянно нахожу патроны. У меня жопа скоро превратится в пулемет Гатлинга. Проникаю в какой-то особняк и снова встречаю ее. Джек, вы живы? Слава богу. Ребекка обещает провести меня в церковь, ее отец был священником, и так как католики всегда имеют много маленьких секретов, у него есть тайный подвал, который сможет мне в моем нелегком деле помочь. Далее нужно будет огородами двигать в сторону тюрьмы, где и предположительно держат товарища Бернема. Тут начинается стрельба, и мы спешно передвигаемся к церкви. Ну, как спешно. Да поможет нам Бог. Мы должны бежать. Ты беги, блядь! За мной, Джек! И только мы достигаем церкви... Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Значит, Ребекка точно тут не при деле. Что ж, жаль, судя по зарисовкам Джека, она была весьма ничего.
Хотя Джек, тот еще художник. Фу, Джек, это же женщина. Тут еще какие-то страницы склеились. Местные не торопятся заходить. Еще вопросы есть, атеисты? Но все равно долго я тут не просижу. Надо искать пресловутый подвал, а единственный знавший про него человек давно умер, а его дочь на пороге теперь валяется. Священник явно видел лучшие деньки, значит, все-таки попасть в церковь они могут, хоть и черти. В купальне явно совсем незаметный люк, который я открываю с помощью колокольного перезвона. Я совершенно не знаю, как этот механизм работает, но меня это и не волнует. А святоша явно был не из простых, мало кто вешает черепа на вход в свой склеп. Да и в самом склепе, скажем так, не сильно по-христиански. Ну, либо рядовой рокер тоже в целом воцерквленный человек. Блять, ну нет, ну этот алтарь вообще не по-католически оформлен. Ребекка, у тебя там чем отец занимался? На гробах даты смерти и возраст, на стенах газетные обрывки, где обведен тот самый 1846 год, когда Обет поднял бунт и захватил власть. Книга с датами рождения и смерти, по которым наблюдается, скажем так, внезапное уменьшение численности населения. А еще сейф. И вот вроде бы да, какая-то табличка с цифрами, книга жалоб и смертей, надписи на гробах, загадка, да? А вот на самом деле нужно было просто положить фотографию на табличку, и показались цифры. Я в этот момент очень хорошо понял, что я привык к каким-то более сложным загадкам и потратил на это очень много времени. Но дальше ловкость рук и крест. Стоп, что крест у меня в руках? С помощью этого креста я открываю потайной лаз, и Ребекка, твой отец точно никогда не упоминал о компании Umbrella? Не по-христиански это было. Ну и, конечно же, опять ползать по говнам. Я в целом уже привык, уже даже духами не обдать. Посреди говна накрывает еще сильнее, может быть от испарений, но со мной явно происходят нездоровые вещи. У меня тут даже свой карманный бюрер образовался. Я наконец-то выбираюсь из канализации на какую-то улицу, и мое любопытство чуть не стоило мне кусочка жепы. Однако я опять лажу по каким-то полусожженным зданиям и делаю это не всегда удачно. Вот, некоторые доски совсем гнилые. Потом исполняю молодое руферство возле водонапорной башни, которая приводит меня то в один дом, то в другой. Порой меня охватывает такой ужас, что я не могу нормально прыгнуть, однако яйца в кулак и... Спидран, сука. Ну а теперь вправить ноги как новенькие, зато без ебучих прыжков. Привет, Джек. Блять, Мэки, ёб твою мать, ты тут главный скример. Мэки мягко намекает, что я затрахал тут шарохаться по округе и наводить суету. Он тут работает под покровительством куда более влиятельных и богатых людей, пока я тут свои порядки чиню, и это может помешать его делам. Да кто ты такой, Мэки? Лицо у тебя какое-то знакомое. Еще Мэки рассказывает, что всем в городе заправляют Марш, и главный сейчас среди них Роберт Марш. Без него и муха пукнуть не посмеет. Однако этого злого злодея уже много лет никто не видел, и у правительства на него ничего нет. Еще есть его старший брат Себастьян, заправляющий комбинатом, и племянник Джейкоб, к нему и приехал Мэки. Но всем управляет именно Себастьян. Причем поговаривают, что два брата-акробата друг с другом не в ладах. Ну а дальше я в окно, мой путь в тюрьму. Любопытно. Семейное древо начинает разрастаться и обретать очертания. Так еще и вскрываются интересные подробности. Что же там происходит в этом Инсмуте? Дальнейший путь мне придется тщательно вымерять, если я не хочу плохих последствий. Вон там. За переулком следит один из полицаев, и он, признаться, выборочно глазастый, может спалить вполне легко. Даже спрыгивать нужно с задержкой, иначе эта сука услышит мое падение. Следуя за ним, подслушиваю, что их начальник Мартин совсем плохо, ему постоянно нужно умываться. Любопытная деталь. Скоро он отправится в воду. Абонент временно недоступен. Здравствуйте. Кто здесь? Я тебя слышу. Я ищу Бернама. Слушай, парень, я Бернам. Чего тебе надо? А вот и разыскиваемый Брайан нашелся, даже вон, охраняем. Правда, не шибко-то он разговорчивый. Ну ничего, я знаю, как тебя разговорить. Это самое. Слушай, давай я тебе спою что-нибудь, а? Эй, черт, да я твоего ктулху за щупальца дергал, слышишь? Испугались? Обосрался. В этот момент полицай выходит из конторы, и надо успеть забежать внутрь, пока он не вернулся. Тут главное в приступе паники не зайти не в ту дверь, а то знаете, как бывает. Вот так заглянул на 5 минут на мероприятие. После попадания в ментовку Брайан все так же разговаривать отказывается. Отстань от меня. А если фоточку посмотреть? Черт.
Я так глупо себя вел. Ну вот, а ради пизденки готов и спастись даже. Типичный Virgin. Но зато теперь он рассказывает, что ключи от камеры у того самого Мартина наверху, а у Рут действительно отец в Ордене не последний человек. Будешь просить его благословения? Шутник-то, Джек. И ведь не спиздел малой, правда, то спит, то умывается. Значит, я ему сейчас эту возможность отключу. Гражданин, вода отключена за неуплату. Обратитесь в Инсмутское отделение УК. Пока старший этих троглодитов разбирается, как оплатить ЖКХ через российскую платежку, я наглым образом пизжу патроны и ключи. Госуслуги. Прозрачны, как никогда. Изваляю ЗК Бернама из-под стражи, после чего он пообещал отвезти меня к автомобилю, на котором мы и свалим из этой дыры. Но сначала я хочу осмотреть камеры. В одной нахожу дневник обеда Марша, а в другой могу только лишний раз констатировать смерть Томаса Уэйта, не выдержавшего смерть дочери. Итак, на моих руках уже 2 загубленные жизни. Пока приемлемо. Камера психа пока не поддается. Бернам приводит меня к главному входу гаража, откуда в него не попасть. Ага, и что же делать? Куда теперь, Джек? Ты, блядь, у меня спрашиваешь? Я вообще сегодня первый день здесь. Это у тебя хотел спросить, куда дальше? Дверь позади тоже закрыта, сковырнуть ломом не выходит. Постойте, лом. Двери не поддаются, зато поддался люк неподалеку. Опять анализации, да блять. Брайан не чурается и лезет говны вместе со мной. Это ты правильно делаешь. Delicious. Гниющий трупик крысы. Думаю, мне это может пригодиться. Что же еще взять с собой, как сувенир? По-моему, одной дохлой крысы мне более чем достаточно. А как же Брайану? Ладно. Мы вылезаем из канализации аккурат в помещении гаража. Где уже? Браво, Джек. Что со мной Поздравляю творится? с новой должностью. Теперь вы главный враг Инсмаута. Сука, Мэки, ты, блядь, тут как оказался? Ты же главный скример в этом городке. Оказывается, что никакой Мэки не промышленник, а федерал. И здесь он выясняет положение городских дел под прикрытием. Мол, сам Гувер взялся за этот кейс и хочет навести порядок по всей стране. Все это очень интересно, парни, но нам нужно выбраться из Инсмаута вместе с Рут. Но Брайану это все вообще поебать, он думает только о своей девахе. Если мы доберемся до выезда, то агенты придут нам на помощь, однако сначала мне бы раздобыть оружие. Что, лома недостаточно? А этот пиздюк еще и просит забрать брошь, которую подарила Рут, из тюрьмы. Он без нее, видите ли, не поедет. Ты че, совсем еблан? Какая нахуй брошь? Я тебе сейчас этой монтировкой череп скру... Ладно, я же терпила, а значит терпим в тюрьму. Агрю на себя дебила в камере, и пока тут корчится, я начинаю веселиться. Я растворил его! Охуеть! Он испарился. Угощаем психа свеженайденной крысой, после чего от вкусового экстаза он совершает подробное изучение решетки. Теперь можно войти и почитать. Кратко говоря, в журнале Обеда Марша рассказывается о том, как он по пути в Китай нашел тот самый остров с тем самым племенем. У них было доебено золото, и ему стало крайне любопытно, откуда берут драгметаллы. Но они, как говорится, не рассказали, а показали соседний остров, где в руинах они просят у морских богов золото, а те им его и дают. Разумеется, как адекватный адекват, Обед сначала подумал, что они его там просто лутают из гробниц, но местные непреклонно не соглашались с этой версией. Тогда Марш обменял у них всякие штуки на золото и поплыл дальше. Перед отплытием тот самый Волокея дал ему металлические диски, с помощью которых можно скастовать себе тоже немного блестяшек. Как говорится, атеист до первой тряски в самолете. 5 лет качали моряки из острова Золота, пока однажды не обнаружили, что никакого племени там больше нет. Деревни разрушены, и вообще население как будто бы и не жило тут никогда. Моряки, разумеется, крайне огорчились тем, что обувать местных больше не выйдет, попробовали поискать сами, но не нашли. Более огорчило капитана то, что на этом золоте держался весь портовый город, а теперь ему, скорее всего, придет упадок. Перебирая вещи, Обед нашел те самые диски и подумал, а не ёбнуться ли головой и попробовать тему с попрошайничеством золота у неизвестных никому, кроме островитянских абрыганов, богов. Великолепный план. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Вспомнив заклинание, которое ему 5 лет назад рассказал Волокея, Марш отправился на риф Дьявола, неподалеку от Инсмута, где доказал, что боги все же есть, и налутал немного золотых, однако бабки просто так не даются. Спустя еще 8 лет в пресловутом уже в 1846 году капитана и его другальков переселили на зону, с чем смириться он явно не смог, и неблагодарных соотечественников было решено проучить. Полагаю, что именно в процессе обучения и снизилась численность населения. На утро случился прилив, пришли существа с рифа и объяснили жителям за цену золота по курсу подводного Центробанка. После этого Марш, по его словам, начал новую эпоху города, где он и его потомки будут тиранами, однако только лишь чтобы избежать еще большего зла, чем приносят они. Благородной души человек, ничего не скажешь. Значит, этот Обед Марш
привлек на свою сторону неких богов и созданных ими существ и взял власть в свои руки. Два варианта. Либо Джек действительно тронулся до приезда, либо же я сам ёбу дал, если продолжаю это читать. На листке рядом с психопатом лежали те самые клятвы Дагона, и кроме обычного «никому ничего не скажу», «под пытками братанов не выдам», клянущийся обязывается взять дитя Дагона и Гидры себе в мужья или жены, привести в дом, завести детей, чтобы вера и раса их продолжалась. Если кто не понял, некое подводное существо нужно трахнуть. Любопытный орден, одно только не понял, что такое секс. При попытке устроить стелс-экшен меня палят, однако это не помешает мне устроить резню. Да, немного пострадал, но в схватке идиота с ломом и идиота с пистолетом всегда выигрывает тот, кто более ёбнутый. Тем более, что теперь у меня есть и пистолет, и дробовик. Вам пиздец. Лутаю брошь, рут и абсолютно флегматично возвращаюсь к герою-любовнику. С этого момента начинается не хоррор. И не survival хоррор, а настоящий экшен. Я не знаю, сколько времени я перепроходил этот момент, потому что сейчас у нас начнется натуральный Call of Duty. Но со стрельбой и, знаете, такого старого прожженного сурвача. Да. Поехали. Держись, Зак. Держаться за что? Давай. Вылезай, Джек. Старый завод консервов тут за углом. Скорее. Но там полно головорезов ордена. Найди Рут. Я встречу тебя с другой стороны. Шо ж, брат, ты знатно прихуел, раз твою даму должен спасать я. Как ты понял, кто спасает, тот ее и тра... Ладно, вырезаю пару любителей четвергов. Мужики, огоньку не надо? Это слышал? Провожу немного Splinter Cell Operation. Еще парочку абрыганов вырубаю посредством крысиного боя. Слышал? Нахожу инструмент мафиозных переговоров, томиган, и, блять, такими темпами я уеду из города уже с пулеметом Гатлинга в руках. На складе дальше, вопреки моему огромному желанию покрошить пару рыботрахов, никого. Однако только я беру ключи, как обнаруживается Рут, просящая ее спасти. В тот же момент в ангар налетает просто дохуиллион бойцов ЧВК Тритон, поэтому я просто съебываюсь. Какое бы у тебя не было оружия, самый лучший способ выжить в бою — съебаться. Через крышу теперь можно пройти, и я, как заправский эквилибрист, встречаю Рут. Я не смогу пройти по стропилам. Вам придется открыть эту дверь. Знаете, каждый раз, когда она открывает рот, хочется дать ей поебать. Открыто ебать. Спускаюсь с сестрой Эшли к Брайану, и мы отчаливаем. Ярик, блядь! Проклятье! Ярик, блядь! Ярик, вылазь! Приехали. Очухался я только в больничке, где Эдгар Гувер собственной персоной решил принести мне мандарины и не только. Куда? Куда? Суровый дядя Эдик расспрашивает, что почем и зачем я попёрся в Инсмут и устроил там небольшой шухерок. И несмотря на мои попытки прикинуться дурачком, мне доступно пояснили, почему лучше идти на сделку со следствием. Я рассказал, что приехал по делу о пропавшем человеке, а оказалось, как оказалось. Сам же Гувер делится информацией, что у ФБР там борьба с организованной преступностью, а я своими действиями подставил под удар Мэки, и его повязали. Сам же Мэки уже успел добыть доказательства непотребств, но теперь и он, и все пруфы хуй знает где. И я, разумеется, должен поехать и помочь им все поправить. Я не твоя собачка, Гувер. Я не работаю на бюро. Блять, может быть, я... Ладно. Лысый фашист!
Бодрит просто пиздец. Каждое утро бы так просыпался. Короче, придется ехать с федералами. Дело начинает приобретать очень интересный оборот. Федералы, Гувер, они проникают обратно в Инсмут. Что там такого еще делается, что заинтересовало аж ФБР? И они при этом доверяют Джеку? Неужели там правда творится какая-то лютая хуета? При этом Джек пишет, что федералы его не слушали, никакой подробной информации у них нет, и при этом они уверены, что золотообогатительный комбинат делает кассу больше, чем добывает руды исключительно из-за криминала. Его новые друзья Рут и Брайан погибли на месте. Вычеркиваем. Пока едем, Эдуард втирает, что он мне доверяет, а также то, что сейчас на месте только Джейкоб Марш, сын управляющего Себастьяна Марша, и наша главная цель — взять его и опросить, почем нынче торговать с рыбами. Однако не успевает начаться рейд, как появляется неожиданный нюанс. Нет! Стой! Укрытие! Отвлекать пулеметчика, конечно же, тоже должен я. Манцевать перед Браунингом такая себе затея, поэтому обхожу скорострела сбоку и метким выстрелом укладываю спать. В следующей комнате судьба награждает меня винтовкой. Ну реально, мне только гранат не хватает. Проникаем с пацанами на склад, где никого нет, кроме умирающего на руках Гувера агента, который просто в ахуе и слизи, ничего толком не сказав, откидывает копыта. Он знал, на что идет. Моя задача — запустить лифт и двигаться дальше. Что ж, винтовка, дробовик, пистолет, погнали. Спускаюсь на этаж ниже и устраиваю тотальную зачистку работников фабрики. Вверх, вниз, туда-сюда, после меня остаются только трупы. Возможно, это кто-то посчитает военным преступлением, но мне конкретно пай. Это приватная электара, где стакан уже давно. Да ёб твою мать! Запускаю по заводу курсирующую вагонетку, в которую я запрыгну позже. На своей остановке, буквально рядом с пультом управления, спрыгиваю, кручу какой-то неизвестный вентиль и ловлю тотальный затуп с тем, как выбраться. Дверь заперта. Уйдите нах! Один из агентов ФБР решил притвориться мотоциклистом. Не будем его трогать, он все-таки на задании. Кстати, я забыл, но где-то еще залутал револьвер, который ебашит как гаубица, в честь чего еще парочку рыбоебов улетели в бан. Приходится блуждать по нижним секциям завода, пока не наткнусь на конвейер, на конце которого меня уже ждут. Черт, по-моему, это был агент Нельсон. Ладно, Нельсон, отдыхай. Как говорят там, после прокрутки фаршу нужно отдохнуть, подышать. Я не сильно шарю за американскую кухню. Я бы убил кого-нибудь. Такие дела. По дороге успел сломать ноги, но дело уже привычное. Ай, больно в ноге! Я нашел место, где Нельсона прокрутили, и лучший вариант — это пойти по конвейеру, откуда его привезли к мясорубке. Стоять, марш! Прощайте, мистер Уолтерс. Блять, а вот самому участвовать в Hell Kitchen желания у меня не было. Давайте вот не надо. Так могло бы все закончиться, если бы я был стритрейсером. Однако я просто спрыгнул, и после этого вся конструкция сломалась. Че, сука, убегаешь? Не получилось провернуть старого детектива, да? Пол ломается и начинается натуральный Call of Duty. Сражаться тут можно до полной потери сознания, поэтому ноги в руки и съябываемся за подозреваемым. Подаю, наконец, питание на лифт. Затрахался я уже тут ходить, налутываю еще один револьвер. Жаль, только нельзя по-македонски пострелять.
Там же письмо Себастьяна семье, где он пишет, что встречался с покупателями какого-то товара, рассуждает о некоторых средствах уничтожения, а также наставляет, чтобы все они трудились на благо семьи и города. Обещает также выдать Роберту Чапалаха и просит его перевести некое чудовище в другую часть комбината. Чудовище? Чудовище? Возвращаюсь по нихуевому срезу прямо к лифту. И как же жаль, что нельзя было сразу зайти в ту дверь. Да. И спускаюсь еще ниже, видимо уже прямо в ад. Попустившись, вижу, что к лифту уже выдвигается группа быстрого рыбоведения. А значит, время встречать гостей. Нарубив фанатов селедки под шубой, оказываюсь в каком-то адище, где дурачок Гувер попался в клетку, откуда его лучше все-таки спасти. Джек, я что, сдохну в чёрт? Нет. Спасаю незадачливого директора ФБР, за что мне спасибо, и похлопать по хую. Что ж, теперь в аду нужно еще найти этого товарища, пока меня трепят приходы. Кто-то идет за мной, надо поспешить. И это вполне неплохой апсикер-момент, где я прям немного вжался в себя, однако яйца в кулак и ждем супостата. Неожиданно никто на стрелку не явился, потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный кал. Я даже сходил обратно в чудовищном желании разбить следящему ебальник, но найти врага не удалось. Несмотря на мою осторожность, дальше мне дают по голове. Просыпайтесь, мистер Уолтерс! О, чёрт! Аниме-хентай животное очень хочет запихать щупальца в самые недоступные места, поэтому придется, уворачиваясь от атак, с ней что-то сделать, так как пройти она не дает. Сначала я просто смываю ее в унитаз. Чтобы оно добрее не стало. Но она высовывается и дальше. Эти глаза напротив. Поэтому придется искать еще методы извести непотребство сосвету. В одной из комнат происходит оммаж на первый Half-Life. Забираю предохранитель, возвращаюсь обратно, не без проблем. Еще даю разряд на зверушку, и она разжижается. Однако химическая реакция обратилась вспять, и теперь эта биомасса херачит за мной. Вот ему, что это такое? Вроде бы оторвались. Пора путешествовать по вентиляциям, а Атин так и его и тут не успокаивается. Наконец я выхожу прямо к лифту, но и на нем успешно покататься не выйдет. Меня встречает Гувер и уже упакованный Марш. Шо, допрыгался, сука? Пока агенты рассовывают взрывчатку по всей округе, наша задача проникнуть еще глубже. Эдик явно перекурил чего-то. К слову, когда Марш дал мне по голове, он еще и отобрал весь арсенал вооружения, поэтому с барского плеча мне выдали пистолет. Пришлось немного потыкаться, пока я нашел, как попасть еще ниже, и путь мой через лифт, но без лифта. Ёб твою мать, какая же это ненадежная схема вообще. Запалы уже заряжены. До взрыва осталось 20 минут. Вперед! Сука, когда я вернусь, я тебе эту пукалку в жопу засуну. Он мне еще условия ставит. Да я тебя сам трахну, говно. Спускаюсь не дать не взять прямо в анал. Снова и снова ломая ноги. Сколько можно, ёб твою мать, бля. А потом опять какие-то склады, но теперь уже с золотом. Напихать себе, увы, не выйдет. В том числе и золото, поэтому опять хожу, пока не натыкаюсь на нашего старого хентай знакомого. Чтобы пройти дальше, пришлось немного покрутить вентили. Причем загадка такая, со звездочкой, потому что подается газ и последствия могут быть осудительными. Воровство – это все-таки преступление, даже если воруешь у психопатов. Oh
Тентакли щипаются и быстро просыпается, поэтому трусцой пропрыгиваю дальше, где у окоченевшего работника одалживаю гаечный ключ. Еще раз убеждаюсь, что... Странно, золото неестественно белого оттенка. Кручу еще вентили, теперь по максималке. После чего возвращаюсь в хаб складов и при помощи искрящейся панели открываю двери. Японская дичь в сопле, зато открыт новый проход. Еще ниже, где живописная лепнина Ктулху. Домой бы себе такую повесил. Да. Прохожу в святилище, где на статуе сидит сам он, великий Ктулха, а посередине камень, который я бы с радостью отсюда унес. Долго смотреть на Ктулху лучше не стоит. Чем дольше я смотрю, тем сильнее голова Бобо, поэтому решаю несложную загадку, забираю кристалл, после чего приходят агенты Би и Бо. Вы, блять, какого хуя тут вообще забыли? Они уводят меня оттуда, и как только мы покидаем наконец-то эту фабрику, ее разносят на куски. Итак, фабрике марши конец, а значит ни золота, ни влияния больше им не видать. Но святилище, как там его, Ктулху, да? Неужели все эти существа реальны? Ну ладно, Джек, но агенты, а мертвые? Но кто видел, кроме Джека, мертвых агентов? Гувер? Его, понятное дело, не спросим уже. Очень подозрительно. Дальше Джек пишет о том, что ФБР накопало какие-то бумаги, которые поставят на маршах конец. Они торговали оружием с врагами США, а это уже серьезно. В бухту вошли войска и корабли, сами культисты заняли старый дворец масонов. Лучше бы разбомбить там все, но ФБР настаивает, что нужно брать сатанистов живьем, несмотря на все потуги войск подойти ко дворцу. Они даже не доходят до него, просто сходят с ума и теряют сознание, даже если идут в противогазах. И вот он пишет, что они пойдут через потайной туннель, созданный контрабандистами. Итак, сержант вводит меня в курс дела, после чего мы начинаем форсировать замерзшую реку. С горем пополам, походкой уже бравого вояки, я перебегаю с речки в ложбинку, где меня уже ждет еще один боец, имя которого никто и не вспомнит. Он адекватно распределяет задачи. Я растапливаю огнеметом дверь, а он ее открывает. А Вовка, ты это, блять, придумал. После того, как дверь оттаяла, верного ученика капитана Прайса моментально что-то утаскивает. Не бойся, никому не нужный боец, которого я впервые вижу, я тебя спасу. Ух, блять, это же сын Калипса и Дэвид Джонса. Бьется тварь активно, при этом не реагирует на пистолетик, поэтому устраиваю ей барбекю-пикник. Пройдя дальше, я натыкаюсь на подземную тюрьму, где в одной из камер одна такая рыба-хрень то ли страдает, то ли рожает. А рядом... Джек? Это вы? Старый наш друг Мэки, который рассказывает, что марши прямо сейчас проводят ритуал. Ты тему не уводи, Лукас, признавайся, твоих рук дело в соседней камере, да? Еще в одной камере просто страдалец, ну ладно, пусть страдает. Лутаю какой-то ключик и винтовку, двигаюсь дальше, где за углом меня уже поджидают агрессивные патрики. Тяжело. Наконец, я добрался непосредственно до дворца масонов, где нашел еще и легендарную финку НКВД. Ну все, суки, раньше был лом, а теперь перо, дырок будет, закачайтесь. Из-под одного из шкафов сочится воздух, и сам шкаф можно отодвинуть внутрь. Прохожу дальше и вижу, что некоторые культисты, ничего не подозревая, сторожат зал. Вам бы быть внимательнее. Я говорил, нож мне не надо давать, я конченый. Перестрелки уровня замка Вольфенштайн, после чего продолжаю исследование и нахожу ржавый ключ. Ля, какой красавец. Спускаюсь обратно в подземную тюрьму, заодно тренируюсь пробивать кабины, но ключ не подходит. Заеб... Возвращаюсь обратно, но из доступных проходов только дверь, которая защищает лазерный, судя по всему, щит инопланетян, поэтому тоже не вариант. Архитектура найс, конечно. О, дверь, которую я еще не видел, но и она никуда не поддается, хоть на ней и намазали персиковым повидлом или говном. Тыкался я тыкался в одну дверь, в другую, бегал, пока не нашел ту самую, которую ключом ржавым и открылась. В ней помимо патронов еще и лестница на этаж выше, куда раньше я попасть не мог. Поднимаюсь, и люк закрывается. Да мне назад и не нужно пока. В ближайшей комнате вижу дробовик и удобную бойницу для веселого тира.
После скромного геноцида любителей омеги-3 обнаруживаю в той же комнате некий подъемный механизм, но его пока я не могу использовать, да и незачем. Еще одна комната, на этот раз не то святилище, не то зал дворца бракосочетаний по-масонски, непонятно. Прохожу в главный холл, откуда в комнату с еще одним портретом, судя по всему, мамаша Марша. А, это тот самый Дагон. Ну ладно, нож все исправит. Девочка, не плачь, не утонет в речке мяч. Папа? Какой я тебя папа? Ты вообще вроде бы отъехала. Это не я, твоя мать меня трахнула при последней встрече. Как я встретил вашу маму. Лутаю еще один дневник, на этот раз Роберта Марша, в котором он описывает успехи в переводе табличек, а также в том, что они изучают те же знания, которыми владеют живущие в неком Ихантлее. Блять, Ихантлей. Где тут, блять, Ихантлей еще? Говорит также о неком великом замысле, что бы это ни значило. Пишет Роберт и о том, какой Дарвин дурачок, как они скоро станут высшей расой не человеков, но рыбов, но опасность несут замыслу все эти люди. Первого, как я понимаю, Мэки собираются принести в жертву, а со вторым, который его ищет, похоже, что со мной, нужно будет разобраться. Либо первый был Брайан, но он уже все, отбегался. Также жалуются на Себастьяна, мол, он дурачок, наука говно, и только вера в Гидру и Дагона смогут все сделать кайфовым. Блять, я уже не могу понять, кто кому брат, сват, нахуй. За еще одним стеклом нахожу табличку с символами, но перевести с помощью книги Дагона ее не выходит. Не хватает символов, придется обыскивать дворец дальше. Не открывается. Не поддается. Не поддается. Блять, и куда? Пришлось немного потупить, пока я не вспомнил, правда не помню уже сам или нет, про сейф на первом этаже, код к которому был крайне прост. Дата смерти обеда Марша. Беру пистик Мэки, бересту и книжку. В бересте перевод молитвы Дагону, а в книжке рассказ еще одного капитана, который встретил племя рыбоебов еще до обеда Марша. О тех же ритуалах, что я раньше уже узнал, о том, что старые островитяне отправляются жить под воду, а также о тех же великих для них Дагоне и Гидре. Словом, полезной информации 0. Возвращаюсь к табличке и расшифровываю молитву Дагону. Молитва Дагону звучит так. В Уэн Кгнатвха Гнун Аэмна Внаглизай Внаглизн Акилт Ай Ари Гзенгро Ая Дагон. Что, блять? С помощью которой открываю закрытую синим светом дверь на втором этаже. Очень хотел устроить еще одну стелс-резню, получилась стелс-стрельба. Забираю ключи от камеры, возвращаюсь в тюрьму еще раз, освобождаю Мэки и получаю в свое подчинение цельного агента ФБР. Пока мы шли обратно, еще набежала парочка рыболожцев, а также Мэки очень ограничен в физических возможностях. В его родной деревне Тодово-Говардово не было лестниц, поэтому придется вести его самым ебучим путем, убивая по пути местных. Мэки, разумеется, каждый раз норовит заблудиться, но в итоге он помогает мне спуститься еще ниже, под дворец. Перед глазами очередное святилище, в котором какие-то совсем уж рыбоподобные маги проводят странный ритуал. Заметив меня, они начинают кастовать магию воздуха и огня, но я тоже в каком-то смысле маг, кастую в них магию свинца. И моя ци оказывается сильнее. Роберт, проводивший ритуал, сделал ноги, а я остался наедине со статуэтками и кнопками. Статуэтки Гидры, Дагона и Ктулху. Тоже охуенно бы в прихожей смотрелись. Всем рекомендую. Загадка была сложновата. Но кому оно нахуй? Наконец, дверки открываются. Я нахожу постамент, где были еще таблички, но их благополучно увели из-под носа. Спиздили. А проходя дальше... Я слышу журчание воды. Наверное, это старые катакомбы контрабандистов. Впрочем, ничего нового. Из воды меня вылавливает морячки корабля Урания. На нем мне нужно поговорить с капитаном и все выяснить, потому что я даже не очень понимаю, куда мы плывем. Это еще что такое? Ладно, вроде бы ничего, продолжу изучать дневник, я уже не смогу уснуть, не дочитав его. Путешествие на кораблике не обещало быть приятным, но не настолько же. Мы плывем к рифу дьявола, прямо в сердце всей этой подводной братвы, чему я просто охуеть как не рад. Недавно там потеряли связь с подлодкой, и несмотря на то, что она передавала данные о каком-то подводном городе, им очень любопытно было бы глянуть, что к чему. Подлодкой? Да они психи, если там потеряли подлодку, то вашу рыбацкую шлюху, в смысле шлюпку, они просто уничтожат и не заметят. Сказочный долбоеб.
Однако ни капитан, ни команда моим вменениям, что мы идем на верную смерть, не придали значения. Старым морякам полностью поебать. Вообще похую. Осмотрелся немного внутри посудины. Всюду пьяные матросы раскидали патроны, с рубки мне сказали съебаться, чтобы не мешал нихуя толкового не делать. Спустился на палубу, где тоже работяги не сильно заняты. Сигарет не найдется? Боюсь, нет. Они в воде намокли. Черт! На что смотришь? Готов поклясться, я видел что-то в воде. Начинаю только тереть за жизнь с одним из моряков, как у меня опять приходы, а совсем скоро один матрос скрывается за бортом, после чего на корабль попадают прямо полноценные килькообразные. Нас ждет тяжелая оборона. Когда лезть зараза стала меньше, началась лютая качка, что можно от ударной волны уехать в санаторий на лечение. Но теперь на рифе мы можем наблюдать магов, которые эту качку и устраивают. Благо на катере береговой охраны есть пушка. Они заряжают пушку. Зачем? Они будут стрелять! Я только сейчас понял, что это буквально миссия обороны из первой Call of Duty, где еще тигров нужно было из пушки расстреливать. Только здесь не тигров надо убивать, а магов. Гениальное отсылает к великому. Да. Чередуя прятки от волн и выстрелы по колдунам, уничтожаем последних, но если бы все на этом закончилось. Один из офицеров, Уинтер, заперся у себя и никого не пускает, а в корабле уже тоже шароебятся ходячие воблы. Палубу тоже обложили, короче, полная жопа. Отступаем вглубь корабля, прикрывая полумертвого офицера и вовремя закрывая гермодвери, чтобы остановить наплыв супостата. Иногда матросы, видимо перепив паленого рома, сами себе противоречат и просят закрыть закрытую дверь. Что с них взять, ебаные алкаши? Нет. Красиво было, скажи. В каюте неподалеку дневник одного из матросов, в котором он явно опасается, что дело, на которое отправили их шхуну, явно будет не из приятных. По кораблю ходят всякие слухи, и нихуя доброго они не обещают. Впрочем, как и любой обычный работяга, он просто жалуется и делает дальше свою работу, пытаясь заглушить тревогу обычными рутинными задачами. Очередной приход, и с глубины за лодкой кто-то наблюдает. Кто-то, кто еще не на ней, и это херово. Мы в дерьме. Спускаемся в машинное отделение, и пока раненые товарищи пытаются убедить шизоида открыть дверь, я буду пытаться попасть к нему иными методами. И лучше не гулять перед открытыми печками, может быть слишком жарко до теплового удара. Спускаю лестницу и ловлю лютый затуп. Она никуда не ведет, что делать непонятно. Приходится немного потыкаться, пока я не открываю глаза и не нахожу лаз, через который я попадаю на другой край печи, закрываю его, от люля не прожарится, и ухожу в вентиляцию. Пока я лажу, похоже, моих братьев по несчастью рубят шелуху. Выползаю из вентиляции уже в комнате капитана, который Роскомнадзорнулся. Забираю револьвер, он уже с ним наигрался, и ключ от арсенала. Товарищам и правда, мягко говоря, пиздец. В арсенале забираю старину Томми, патроны, динамитные шашки. Окопная метла все еще работает на совесть. Подрываю одну из вентиляций и ползу дальше. О, Ломик, снова ты. Блять, опять живые люди, ну нахер. Ладно, морячкам надо бы помочь. Один из них тяжело ранен, а второй слишком дерзкий. Идиот! Идиот! Какого черта? Потрогать матросиков за жопой не получается, свет снова запускается, а дерзкий и, как выяснилось, трусливый морячок отправляет нас проверить, как там что, и принести сварку, чтобы заварить двери и протянуть так еще немного. Да ладно, я принесу, за писюн трогать было не обязательно. Весело, конечно. Единственный не военный на этом корыте я, и при этом я один признаю, что единственный вариант это устроить геноцид. Какие-то неправильные военные. Трубу прорвало, и чтобы пар перестал валить, нужно перекрыть газ из печки. Долго так делать инструкция крайне не рекомендует. Умные люди, такие как я, этот вентиль вообще не трогают. Проход-то свободный. В том самом месте, где два трусливых моряка кинули своего товарища, в воде плавают его запчасти, а среди них и сварка. После того, как я ее взял, сзади меня выпрыгнул сом-переросток, однако страха не случилось, потому что страх здесь — это я. Не только дверь придется заварить, но и трубы. Играю сварщика, хотя эта задача та еще и может быть вполне травмоопасной, но завариваю все, что надо, и возвращаюсь к истеричке. Отдаю ему сварку, но одна из дверей лопается, наваливаются подводники, и у меня выходит сделать даблкилл. Сыкливая девочка сидит, зажавшись в уголке, и не хочет идти со мной осматривать палубу. А когда я выхожу, у меня начинается очередной приход.
Так тебе, сучара, хотел меня кинуть. Однако есть проблема посерьезнее, чем трусливый морячок. Прямо перед носом корабля появляется здоровенная детина. Погоди-ка, я тебя где-то видел. Судя по всему, мамаша Марша. А, это тот самый Дагон. А, да это же сам Дагон собственной персоной. Драка с одним из морских божеств вышла несложно. Трудно спорить с корабельным оружием, даже если ты весь из себя такой важный, хуй ламинарный. Ой, бараш, мне что-то поплохело. Ой, проклятый лед. Опять плавать как говно, боже. Но вдруг меня опять начинает крыть. Когда пришел враг, мы выслеживали их по странным следам, которые состояли из 5 круглых отпечатков. Они были слепы, но обладали выдающейся чувствительностью к движению и звукам. В бою эти существа могли с удивительной точностью пользоваться силой ветра. Мы смогли дать им достойный отпор лишь тогда, когда было разработано мощное энергетическое оружие. После этого нам удалось загнать их глубоко в катакомбы под базальтовыми башнями и запечатать все входы неразрушимыми люками. Не то будущее, не то прошлое я вижу. Какие-то странные пейзажи и водопады. Что это и где, мне пока еще неизвестно. Очухиваюсь я уже на том самом рифе дьявола. Джек убил Дагона. Но убил ли? Это все похоже на какой-то лютый бред, что-то невозможное и непостижимое. У меня уже болит голова, а эта ночь кажется бесконечной. Один ли день я читаю дневник? Который сейчас час? Когда это все закончится? Но нужно читать. С каждой страницей все больше погружается в себя, рассуждает о воспоминаниях и видениях, что с ним есть и, самое главное, что с ним было. Разум его совершенно изнеможден, однако он двигается дальше. Обломки принесло к берегу, никого из выживших не видно, а кто остался... Тех добивают местные жители, судя по всему. Надеюсь, что хотя бы не ебут перед этим, а то хотелось бы сохранить очко в целости. Кругом какие-то вьетнамские ловушки, причем одну из них я случайно обезвредил просто потому, что я тупой и засмотрелся на Коле. А вы говорили, слабоумие и отвага это не метод. Еще какой метод? Прыгаю по разрушающимся камням, пока не забредаю на эдакое место как раз приношения жертв, где эти сатанисты кидали те самые диски и рыбные боги выдавали им накопление со счета. Один из таких кругов я нахожу неподалеку, но если память меня не наебывает, их должно быть 2, а значит 1. Спиздили. Камни хлипкие, поэтому нужно быть ловким, иначе можно отправиться покорять море еще раз. Опять липнут лицехваты, все нахуй сгнило напрочь, шипов понатыкали, но в итоге я прихожу к чему-то типа галереи, где показано, как именно проходит обмен инопланетными технологиями. Ясно. Круг оставляем для полноты картины, из-за чего открывается стенка. И я лутаю блок. Не такой, а вот такой. Это блок называется. В соседней комнате чел отвисает по-цыгански, но меня золото не интересует, я забираю только рычаг не из золота. Пробравшись в небольшое углубление, я нахожу место, куда этот рычаг приделать. После чего открывается лестница к одному из испытаний в больших гонках, которое крайне просто пройти. На пути разрушенный мост с натянутой веревкой, но руками перебираться не вариант. Поэтому использую ранее найденный блок, чтобы переехать на другую сторону. На том конце головоломка, или точнее лабиринт, активируемый брошью Рут, что вот прям совсем неожиданно. И появляются огоньки, ведущие по верному пути. Потыкавшись и потупив, устроив геноцид крабов, прости меня, Потолот, я убил много крабов, прям много их тут было.
Я нахожу еще какое-то святилище с постаментом, куда мне нужно принести камень из самого начала, но уже на время. Хуйня вопрос, изумруд на месте, с яркими спецэффектами, дверка открывается, и я двигаюсь дальше, уже внутрь рифа, шароебится по пещерам и норам. Так и манит прыгнуть, но суицид, как известно, не выход. А побродив по округе, я понял, что это вход. Осуждаю, если вдруг что, вход дырка, а не суицид. Полет был настолько долгий, что я успел немного трипануть. Блять, так можно и сломать себе что-нибудь. Специфический лифт, конечно. Я оказываюсь на хер знает какой глубине. В пещере и недалеко от входа есть окошко с шикарным видом на магический барьер, который нам предстоит еще отключить. Наши при этом продолжают упорно долбиться торпедами. Да не трать боезапас, там щит, ебаный в рот. Я становлюсь свидетелем прибытия Себастьяна Марша. Он ищет брата Роберта, но тот увел детей на молитву с матерью, что немного подбешивает старшего. Охранник отчитывается, что вокруг понатыкано столько бойцов, что сдержат они любое наступление. Ну-ну, ребят, посмотрим, сможете ли вы удержать хотя бы меня. Один из охранников идет вниз, где я отовариваю его ломиком. Да, если тут все такие бойцы, то в целом мне хватит и одного лома. Крошу парочку шпротных и рассматриваю еще один, как я уже понимаю, портал. Напомню, что такой же я видел во дворце Марши и продолжаю изучать подземелье. Но на пути у меня встречается любопытный проход, который мне не нравится, и не зря. Я попадаю в ловушку, где меня приветствует сам Себастьян, после чего маг жаберных искусств наводит на меня сон. Фух, ну хоть выспался немного, а то я тут уже шарюсь и шарюсь, еще поесть дали. К слову, я в тюрьме. Оружие конфисковали, что неудивительно, но лепить четки из хлебного мякиша некогда. Нужно лепить шахматы из рыбьего фарша. Не очень умные стражники оставили со мной в камере всего лишь стамеску. Ребята, ну мать ваша, ну мне в целом и карандаша хватит, а вы мне целую стамеску оставляете, в самом деле. Дураки. Стамеской поддеваю люк в полу и уползаю в соседнюю камеру, где за какие-то грехи оприходовали своего же, ну как сказать, собрата, получается. Периодически к нему заходят на плановый осмотр, и лучше бы нам не пересечься. Легким движением тельца я вызываю стражника в камеру к его товарищу, он ему доступно объясняет, что орать в камере затея не лучшая, после чего он сидит и уже не отсвечивает. Его даже немного жаль, по факту-то он получил не за дело. В их обществе, судя по всему, царит несправедливость и Нептун. Выбравшись из камеры бедолаги, приходится испытывать стелс-страдания. Напомню, оружие реквизированное и покрошить всех не выйдет. Пока не выйдет. Благо есть где прятаться и даже есть место для укромных дел в ложбинке. Правда, всегда можно войти не в ту дверь. Ой, где стоишь? Дальше натыкаюсь на очень глазастых рыбачеликов, которые греют жабры у костра. У них очень узкий тайминг, чтобы прошмыгнуть, однако поймать его можно. Ой! Вообще в этой игре стелс это очень большой рандом, но я еще вернусь к этой теме ближе к концу ролика. Так, продолжаю подниматься по лестницам и кажется, что мне вон туда где-то промахнулся. Однако здесь нахожу что-то типа лаборатории. Выйти как зашел не получится, да и мне пока не нужно. Продолжаю свой местами очень наглый стелс, пока не ловлю еще один приход. Информативно пиздец. Выхожу к какому-то залу, и опять начинаются прятки по ложбинкам. Не всегда успешные, однако чудо наглого стелса срабатывает и здесь. Я перемещаюсь в какой-то, ну прям дендрарий, где я нахожу светик-синецветик. Гербарий буду делать. Там же в стене кристаллик есть, прямо как тот, что я видел в Бостоне. И опять я в каких-то пещерах, но уже с водопадом. А на выходе к вентиляции слушаю беседу двух братьев Марши. Зачем ты занимаешься, Роберт? У нас тут вторжение, а ты приказываешь ордену распевать гимны? Дурак ты, Себастьян. Я руковожу орденом Дагона, а не ты. Исследование нужно защитить любой ценой. Я закрыл лабораторию, Себастьян. Что? Это безумие. Разве ты не видишь, как далеко зашла Эстер? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все силы нужно бросить на перевод табличек. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Этому не бывать, Робин.
Вы подвели меня в последний раз, адмирал. Забираю со стола финку НКВД и, умело уворачиваясь от магических приколов, просто в тупую затыкиваю одного из братьев Марш. Блять, какой же ты нежный, просто ножом победил. Ты можешь быть весь из себя такой волшебный колдун, но против финки мана не поможет. Лутаю из чемодана какую-то книгу, патроны по округе. Блять, тут рыба на столе. Что ты тут делал, негодник? Если от магии ножик выручает, то вот лезть на огнестрел я не тороплюсь. К тому же неподалеку я нахожу М1 гарант. А значит, жизнь налаживается. А красиво тут все-таки. О, какая тут удобная позиция. Приступим. Что ж, вот теперь уже намного сподручнее. Правда, иногда прерывают приходы, и я опять познаю тайные техники древних магов, от которых меня может освободить только чапалах от полурыбных, но они быстро заканчиваются. Дальше опять резня, как в Великую войну. К слову, тут у меня забаговался звук, и я постоянно слышал водопад. И знаете, вот обычно как говорят, да, звук воды расслабляет. А этот нихуя не расслабляет, он, блядь, просто раздражает, он сука! Вот. И решил я эту проблему очень сильно по-тупому, потому что ни перезапуск, ни еще что-то не помогало. Я просто перепрошел весь этот отрезок прямо с босс-файта. Прямо оттуда. Это невыносимо было, это просто... По возвращению в тюрьму нахожу какой-то лоток, куда кладут цветок. Абсолютный ноль понимания, однако если пройти рядом, то можно наткнуться на дверь. Ладно, понял, сначала надо покормить. В центре помещения есть комната, где лежит мой скраб, включая нож, но достать снаружи у меня не выходит даже с помощью тайных знаний, значит буду искать путь. И путь этот, мягко говоря, не очень очевидным для меня был, потому как потратил я времени вполне себе прилично. Однако, я вернулся обратно в большую пещеру и прошел в ту самую лабораторию. Внутри тентаклевидные яблони растут, яйца страусиные, словом, стандартный кабинет биологии в школе. Со столика подрезаю книжку, в которой описываются различные растения. Одно из них Тинфиблия. Самое лучшее лечение геморроя – это... Тинфиблия синяя очень токсична, особенно для детей Ктулхи. Напомню, что именно такой мы подобрали, и именно дитятка Ктулхи сидит за дверью в тюрьме. Однако кушать Токсик Гарден ребятенок не торопится. Слегка откусить верхушечку. Забираю еще прыскалку, буду цветы дома поливать. Смочить слюной. Но интересно другое, кто-то лежит вон там. Подхожу ближе и оказывается, что это несчастный собрат тресковых культистов, над которым проводились различные опыты. Он просит меня убить его, но для начала я допрашиваю его, как мне попасть в храм. Бедняга рассказывает про заброшенные подземелья под храмом, но он не знает, как туда попасть, а также предупреждает, что там живет древнее злое зло, которого опасаются даже сами рыбачелики. Ладно, друг, не могу сказать, что я бы тебя не убил без твоей просьбы, но ты точно заслужил. Не благодари. Прохожу сквозь лабу и оказываюсь на втором этаже тюрьмы. Пока внизу была резня, парни сверху просто спокойно чилили, но я их отдых прекращаю. В одной из комнат какой-то плющ вырос, но его пока не трогаю. Спустившись в центральную часть, я наконец-то собираю свой арсенал обратно и лутаю хавчик для осьминожки. Теперь время кормежки. Забрасываю суп к цветку и иду проверять. Блять, ты тут откуда? Так, нет, что-то не то. А, кормить же надо, точно. Все, скушал, молодец какой. В его хате лутаю молоток, а также констатирую факт смерти Дэви Джонса.
Теперь обратно наверх, немного прикладного садоводства, однако никаких изменений не произошло. Странно, но ладно. Опять несколько километров блужданий по опустевшему рифу, пока не прихожу к камню, который я почти профессионально майнкрафчу из скалы. Но это все еще не результат. В один из моментов блужданий дальше мне прям стало не по себе. Сука, это еще что такое началось? Это был зов. Зов для рыбочеловеков и зов крови. Слышу зов! Это продлилось недолго, и в итоге я понял, что мне нужно воспользоваться опрысканным растением. Поднимаюсь по лиане в место, очень похожее на то в доме в Бостоне. Вставляю кристалл, нажимаю на кнопку, открывается портал, куда я не без опаски захожу. Опять какие-то водопады, но это все ерунда. На этом месте я нахожу ультимативно серьезное оружие. Внести флюгегехаймен. Заебись. Теперь в этом деле фигурирует еще и инопланетное вооружение. Я точно все еще читаю дневник своего коллеги-детектива. Это все выглядит как кромешный бред и абсурд. Только из уважения я дочитаю это до конца, но дальше я уже не удивлюсь, какие небылицы напишет Джек в своем научно-фантастическом дневнике. Какие-то далекие миры, песнопения в пещерах. Черт, Джек, что с тобой стало? Ну все, ребехи, вам точно пиздец. Это далекое-далеко оказывается очень даже близко. Я просто оказался на водопаде, где уже был. С помощью моей новой игрушки я еще более эффективно расщепляю fish and chips. В итоге я спускаюсь к подножию водопада и, хорошенько дав разрядом по воде, физика, убиваю массовую колонию лицехватов. Вот это, кстати, реалистично. Иду вглубь, пока не добираюсь до каменной плиты, прямо как я видел ранее в приходе. Ниже в огромной пещере, где все так и норовит рухнуть, начинается активная тряска, причина которой эти милые существа. Это полипы, коих здесь аж целых 2. И да, это снова сражение с боссами качалки. Полипы не могут дать по голове и не могут выстрелить, но они могут дунуть воздухом так, что рад совсем не будет. Но и я не так прост. С помощью нового инопланетного вооружения я убиваю этих тварей и прохожу дальше, перепрыгивая по потенциально травмоопасным местам и лазая по лианам. Тернистый путь выводит меня к храму. Неподалеку от него постамент, где лежат последние 2 таблички, позволяющие мне закончить расшифровывать книгу Дагона. На них самих написано пророчество, что когда звезды встанут, как им подобает, из глубин поднимется город Рельех и восстанет Ктулху, спящий мертвым сном, и наступит всем полный пиздец. Но сиськи мять некогда. Пора и в храм заходить. Внутри какой-то гонг, будто мы в больших гонках, но после удара что-то ничего не происходит. А нет, происходит. Маги начинают идти на молебен, а тут я такой красивый пыщ-пыщ делаю. О, нихуя себе. Раз в море был Дагон, ты, стало быть, и есть мать Гидра. Забавно, конечно, с сиськами получилось, однако она, как настоящая ежемать, почти ничего не делает, только призывает своих детей мне на убой, пока я тыкаю всякие кнопочки неизвестные и жестко трепует мой рассудок. Правда, показывается видение, как я перед ней сижу, и это наталкивает на определенные мысли. Со всей дуры в упор сжахаю по гонгу из своего лазергана, а потом иду к Гидре в небольшую купель. Мой разум переселяется, вы не поверите, прямо в жителей бикини-ботом, которым я могу даже управлять. Ля, да это же я. Нажимаю на кнопку позади статуи, и воды к Гидре начинает течь все больше. Жаль, но после одноразового использования аватара необходимо убивать. Повторяю так, пока не нажмутся все кнопки. А потом, все так же от всей дури, ебашу в купели из электро-рейлгана, отчего женская особь водяного получает несовместимый с жизнью разряд бодрости и позитива. Сейчас, глядя на этот босс-файт, в целом он кажется достаточно логичным. Тут тебе и подсказки, и, в общем-то, можно, догадаться. Но когда я первый раз проходил, это было совершенно непонятно. То есть, что делать? Я, на самом деле, очень долго тыкался и думал, как же это должно работать. Нет никаких ни пометок, ни описаний, ни гарантий того, что вот то, что ты сейчас сделаешь, оно сработает. Как-то что-то можно догадаться, но достаточно тяжело. Очень странный и сомнительный босс-файт, правда. Что ж, Гидра тоже мертва. Щита подводных божеств отъехала, и оба от моих рук. Забираю амулет с постамента и убираюсь отсюда. В Уэн Гнатвха Гнун Аэмна в Глиск Фунгн Килта в Елкил Ктулхук Фунгни Ая Ригзенгро Ая Гидра. Хайль Гидра!
Так как барьер уже снят, наши торпеды наконец-то достигают цели. Стоп, так я же тоже здесь. Да ебать твою нахуй в рот, я уже обрадовался, думал с первого раза пройду. Да, игра в этом моменте просто ломается. И насколько бы оптимальным вы путем не бегали, вы не сможете пробежать так, чтобы камень вас не убил. Я пробовал много раз. Я выучил самый наилучший маршрут, я заучил каждый падающий камешек и бежал все как нужно, но нет. Я немножечко стал спидранером в этом отрезке, но, к сожалению, ничего из этого не помогало. И это прям такой вот софт-лог, который можно преодолеть, если почитать, опять же, руководство в Steam. Еще раз спасибо дорогим пользователям, которые их пишут. Но очень характерно, что в игре есть всего 2 места, где игра может сломаться нахуй. Это в самом начале и в самом конце. Пользуясь случаем, раз уж тут я во временной петле застрял, от лица уже не Джека, а бактерии, я могу сказать лишь то, что это в целом отличная игра, которую хочется видеть при слове экранизация Лавкрафта. Я не знаю, как там другие Call of Cthulhu, но эта игра вполне себе в духе и атмосфере. Но это не хоррор, нет, это совсем не хоррор. Я понимаю, почему игра провалилась тогда, в далеком 2005-м, хоть и собрала отличные отзывы от всех. Она уже тогда устарела относительно своих одноклассников, особенно с учетом, что в нулевых тогда прогресс продолжал нестись как сумасшедший. Вдуматься, в 2005 году вышла эта игра, и в этом же году вышел 4-й Resident и Call of Duty 2. Для понимания, как рос прогресс, вот это был 2002 год, это 2005, это 2006, а вот уже это 2007. Игра стала жертвой своего производственного ада и, разумеется, провалилась, как это и должно было быть с такой конкуренцией. Зато сейчас в нее в целом даже можно играть. На фоне всех игр, которые сегодня мы просто назовем старыми, она вполне неплохо сохранилась, хоть и не без своих плюсов и минусов, будь то корявый стелс, не самая лучшая стрельба и почти полное отсутствие физики. Я не могу ее прямо от сердца рекомендовать, однако если хочется чего-то прям по Лавкрафту, то заиграть ее вполне имеет смысл. Остальное вы видели сами. Дальнейшая судьба серии была еще более печальной, чем ее начало. И да, планировалась именно серия игр, куда должны были войти еще продолжение Call of Cthulhu Конец судьбы или, по другой информации Call of Cthulhu Испорченное наследие, прямое продолжение Темных уголков земли с видом от третьего лица, и Call of Cthulhu За хребтами безумия, которая также должна была стать сурвайвал-хоррором, где главный герой шарохается по миру с целью остановить нацистских оккультистов. Ну прямо Индиана Джонс какой-то получается. Но, к сожалению, серии состояться было не суждено. В 2006 году компания Headfirst не нашла издателя и обанкротилась. Такой вот грустный финал этой истории выходит. Но у нас еще не закончил Джек. Какого? Боже, он в порядке? Что с ним, черт побери? Проверьте пульс. Джек, ты меня слышишь? Джек! Когда я отключился, меня опять стало накрывать, но теперь намного серьезней.
Блять, нахуй я сюда пришел? Я узнал, кто я и где я был все это время. Тогда еще в Бостоне древняя раса етианцев призвала меня к себе, чтобы показать, что для них, то есть для нас, етианцев, грядет большая беда. Несмотря на то, что ни Миго, ни племя Ктулху нам не враги сейчас, давно мы враждовались с полипами. Старый етианец даже показывает мне книгу, где все это описывается. Полипы все еще живы и планируют отомстить, и прямо в этот момент их месть начинает притворяться в жизнь. И лишь только я, отправленный в тело человека, смог уцелеть. Поднимите руку, кто вообще нихуя не понял. В итоге я оказался здесь, в Аркхе, снова, гонимый страхами и ужасами в моей голове. Теперь, незадолго до смерти, я понял все. Кто я был, кем я стал. Все, что у меня было раньше, потеряло всякий смысл. Теперь я хожу в тени между мирами, и именно здесь я наконец-то увидел краем глаза, что живет в самых темных уголках Земли. Что ж, я не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что завтра нужно будет посетить Аркхэм и разузнать, что еще болтал Джек. Может быть, это и правда, но все это звучит очень бредово. Почему я вообще в это верю? Вот, собственно, и все. Ранг... Г, блядь. Ранг Г. Я даже не представляю, возможно ли получить ранг ниже. Поздравляем, вы установили новый рекорд самого хуёвого прохождения.